Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы, подписчицы, зрительницы канала. Меня зовут Елена Ермина. Спасибо, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои видео до конца. Сегодня в этом видео я хочу вам предложить связать вместе узор. Идеальный узор для начинающих рукодельниц, которые учатся вязать крючком узоры и также плечевые вещи, шапочки, шарфы. Это часть номер 3. Мы с вами подбираем узор для будущего кардигана, на который я буду снимать подробно обучающий мастер-класс по вязанию от начала и до конца. И тот узор, который выберет наибольшее количество зрительниц моих подписчиц, этим узором мы и будем вязать основную вещь. Можно связать кардиган по желанию, либо жакет. А весь процесс вязания я буду снимать на своем канале. И будет он состоять из нескольких частей подробных и обучающих. Мастер-класс будет абсолютно бесплатный и доступный для каждой зрительницы и подписчицы моего канала. Подписываться, чтобы не пропустить выход новых серий, новых мастер-классов. Пряжу для вязания я заказала в интернет-магазине Клубок Шоп. Ссылочку на магазин и на пряжу я оставлю в описании под этим видео. Пряжа называется Sherwood от торговой марки Solo Filato, итальянская пряжа. Состав пряжи 40% лана мерина шерсть, 30% альпака, суперфайный 30% акрил, 50 грамм, 180 метров. Номер цвета 5367. Серо-голубой цвет. Я специально такой цвет заказала для того, чтобы вам было удобно смотреть весь процесс вязания и также было видно узоры. Всего у меня в наличии 27 мотков пряжи по 50 грамм. Пряжа прекрасная, очень теплая, и она очень хорошо вяжется крючком и спицами, и узоры смотрятся из этой пряжи великолепно, на мой взгляд. А вязать из нее одно удовольствие. Просто хочется вязать, 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 не могу остановиться. Узор буду вязать вот по этой схеме. Схему я прикреплю в конце видео и также буду показывать в процессе вязания. Досмотрите видео, пожалуйста, до конца. Если вам понравился узор, то поставьте, пожалуйста, пальчик вверх и можете написать в комментариях под этим видео. Также сохраняйте себе узоры в плейлисты. И я для удобства создала отдельный плейлист, где буду аккумулировать все узоры, связанные крючком для вязания жакетов, кардиганов, жилетов. Ссылочку на плейлист я оставлю в описании под этим видео. Из пряжи Sherwood я уже вяжу третий образец. Набираем цепочку из 33 воздушных петелек. Плюс 1-2 петельки я набираю всегда про запас для удобства вязания. Таким образом, посмотрите, как пряжа легко она скользит в руках. Очень нежная, мягкая, приятная на ощупь. Просто вяжется, не расслаивается, и текстура у пряжи мягкая, нежная. Это пряжа от итальянского производителя Solo Filato. Вязать узор я буду крючком номер 2,5, также можно вязать крючком номер 3. И приступаем к вязанию первого ряда. Провязываю одну петельку подъема, раз, отсчитываю раз, два. В основании второй петельки цепочки провязываем один столбик без накида. Вот этот первый столбик без накида, он у нас является началом первого раппорта. Раппорт начинается от столбика без накида. Ширина раппорта 8 воздушных петелек. Цепочка из 8 воздушных петелек. Отсчитываю 1, 2, 3. 3 петельки. В основании 4 петельки мы сейчас будем вязать веерок. Провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием. Основание 3 петелька. Провязали. 1 воздушная петелька. Раз. В эту же 4 петельку провязываем еще 3 столбика с одним накидом. В итоге получается у нас в 4 петельку всего связано 6 столбиков с одним накидом. Отсчитываю
Раз, два, три. В четвертую петельку провязываем столбик с одним столбик без накида. И вот этот столбик без накида — это столбик начала второго раппорта. Давайте посчитаем. Раппорт из 8 петель. Раз петелька, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть раппорт у нас начинается от столбика без накида и заканчивается петелькой перед вторым столбиком без накида. Перед этим столбиком 8 петель, основа одного раппорта. Теперь мы вот этот раппорт первый, который связали, повторяем все время до конца ряда. Пропускаю 1, 2, 3 петельки, в четвертую петельку вяжем веерочек. Провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием. Основание — это четвертая петелька. Далее провязываю одну воздушную петельку и в эту же четвертую петельку провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Получается, вяжем 4, 5 и 6 столбик. Отсчитываю 1, 2, 3. В четвертую петельку провязываю столбик без накида. И этот столбик у нас уже является началом третьего раппорта. Вяжем третий раппорт. Отсчитываю 1, 2, 3. 3 петельки. В четвертую петельку провязываем веерочек. Вяжем 1, 2, 3 столбик с одним накидом с общим основанием. Основание — четвертая петелька. Одна воздушная петелька. И в эту же четвертую петельку мы вяжем 4, 5 и 6 столбик с одним накидом. Так, сейчас мы с вами закончим вязать. Это третий раппорт. Пропускаю 1, 2, 3. В основании четвертой петельки провязываем 1 столбик без накида. Это начало четвертого раппорта. И продолжаем вязать четвертый раппорт. Отсчитываю 1, 2, 3. В четвертую петельку цепочки провязываем веерочек. 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3 столбик я провязала в основании четвертой петельки. Одна воздушная петелька. В эту же четвертую петельку провязываем еще 3 столбика с одним накидом. По счету это у нас 4, далее вяжу 5 и 6 столбик с одним накидом. И давайте закончим вязание. 1, 2, 3, 4. В четвертую петельку я провязываю 1 столбик без накида. Это у нас уже как бы начало 5-го раппорта. Данный узор можно вязать прямыми и обратными рядами. Я буду показывать мастер-класс по вязанию прямыми и обратными рядами. И также будет прекрасно смотреться узор, если вы будете его вязать по кругу, либо по кругу поворотными рядами. Мы связали с вами 4 раппорта. Раппорт будем считать вот эти веерочки. Первый раппорт, второй раппорт, третий и четвертый. Всего мы набирали 33 воздушных петельки. И раппорт у нас состоит из 8 петель. А в высоту 2 ряда. Сейчас мы с вами свяжем второй ряд первого раппорта. Узор вяжется очень-очень-очень легко и просто. Набираю 1, 2, 3 воздушных петельки подъема. Разворачиваю вязание на
изнаночную сторону, вяжем второй ряд. Четные ряды у нас вяжутся по изнаночной стороне узора, а нечетные ряды вяжутся по лицевой. Вершину столбика без накида за 2 петельки, за переднюю и за заднюю я захватываю всегда при вязании. Вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Это половинка раппорта. В арочку цепочки, там, где мы вязали с вами одну петельку, это вот после третьего столбика с одним накидом, провязываем 1 столбик без накида. Вершину столбика без накида мы с вами вяжем веерочек, тоже за 2 петельки. За переднюю и за заднюю я ввожу крючок под этими петельками, провязываю первый столбик с одним накидом, в это же основание второй, третий столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. И в это же основание провязываем еще 3 столбика с одним накидом. По счету это 4, 5 и 6. Связали раппорт и приступаем к вязанию следующего. В арочку цепочки из 1 петельки мы провязываем 1 столбик без накида. Это у нас начало следующего раппорта. Вершину столбика без накида за обе петельки, переднюю и заднюю, провязываем 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петелька. В это же основание провязываем еще 3 столбика с одним накидом. 4, 5 и 6. Связали раппорт. Приступаем к вязанию следующего. В арочку цепочки из 1 воздушной петельки вяжем 1 столбик без накида. Вершину столбика без накида между вот этими веерочками провязываю веерочек. То есть веерочки у нас располагаются в шахматном порядке. Провязываю 1, 2, 3 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. И в это же основание провязываю 4, 5 и 6 столбик с одним накидом. Парочку цепочки из 1 воздушной петельки вяжем 1 столбик без накида. Это начало следующего раппорта. И так как мы вяжем с вами прямыми и обратными рядами, то мы заканчиваем ряд так же, как его начинали. Всегда заканчиваем одинаково. Вершину столбика без накида провязываем 4 столбика с одним накидом. Это отличный узор для вязания жакетов, кардиганов. Он очень, получается, изделия, связанные с этим узором, получаются очень теплые, так как здесь нет такой большой ажурности, как в основном все узоры, связанные крючком, они довольно-таки всегда дырчатые. Связали мы 2 ряда и закончили вязать высоту 1 раппорт. Сейчас я вам покажу, каким образом перейти к вязанию 2 раппорта высоту и свяжу с вами 3 ряд. 3 ряд вяжется по принципу вязания 1 ряда. 1 воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание на лицевую сторону. Это у нас будет с вами нечетный ряд узора. Вершину столбика с одним накидом
за обе петельки, за переднюю и заднюю, провязываю 1 столбик без накида. Вершину столбика без накида между веерочками, опять же за переднюю и за заднюю стеночку, провязываю 3 столбика с одним накидом. С общим основанием 1 воздушная петелька. В эту же вершину столбика без накида провязываем 4, 5 и 6 столбик с одним накидом. Связали 1 раппорт. Приступаем к вязанию следующего. В арочку цепочки из 1 воздушной петельки. После 3 столбика с одним накидом 1, 2, 3. Вот в эту арочку провязываем 1 столбик без накида. Это начало следующего раппорта, второго по счету. Для удобства раппорта считаем вот веерочки. Первый веерочек — это у нас первый раппорт. Вершину столбика без накида за обе петельки мы провязываем с вами веерочек. Вяжем 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петелька, и в эту же вершину вяжем 4, 5, 6 столбик с одним накидом. Все 6 столбиков вяжутся с общим основанием. Закончили вязать второй раппорт. Первый, второй. Приступаем к вязанию третьего раппорта. Для этого в арочку цепочки из 1 воздушной петельки после третьего столбика с одним накидом 1, 2, 3. Вот в эту арочку между 3 и 4 столбиком провязываем 1 столбик без накида. Это начало третьего раппорта. Далее вершину столбика без накида за обе стеночки мы провязываем веерок из 6 столбиков с одним накидом. Я провязала 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька, и далее вяжем еще 3 столбика с одним накидом. 4, 5 и 6. Все, связали с вами 3 раппорта. 1, 2, 3. Приступаем к вязанию 4 раппорта. После 3 столбика, между 3 и 4 столбиком с одним накидом предыдущего ряда, провязываем 1 столбик без накида. В вершину столбика без накида провязываем с вами веерочек. Вяжу 1, 2, 3 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, и в это же основание вершину столбика без накида провязываем 4, 5 и 6 столбик с одним накидом. И теперь нам надо с вами закончить ряд, и это уже у нас будет с вами по счету 5 раппорт. Мы в 3 петельку подъема отсчитываем 1, 2, 3. В основании вот этой 3 петельки вяжем 1 столбик без накида. Связали с вами первый ряд второго раппорта, а по счету он у нас 3. Теперь для удобства вязания вы перематываете видео на начало вязания второго ряда и вяжете все время, повторяя со 2 по 3 ряд включительно. Посмотрите, какой плотный узор получается. Я сейчас еще свяжу несколько раппортов в высоту и покажу вам конечный результат, и мы рассмотрим более детально узор. Связала я 11 рядов узора из пряжи Sherwood. Это итальянская пряжа от производителя Solo Filato. 50 грамм, 180 метров. Цвет 53-67. Нежный цвет, серо-голубой. Вязала крючком номер 2,5. Вязала прямыми обратными рядами. И давайте посмотрим, как смотрится узор. Узор получается двухсторонний, если вязать таким способом, туда и обратно. Лицевая сторона узора и изнаночная сторона узора. Это идеальный вариант узора, связанный крючком.
Для вязания пледов, покрывала можно связать, снуд, шарф, шапочку, теплое пальто демисезонное, кардиган, жилет, жакет. Посмотрите, какой он плотный. Отсутствуют, можно сказать, здесь какие-либо ажурные элементы, нет дырочек. Даже на просвет, видите, не просвечивает. Это идеальный вариант. Особенно идеально подойдет для вязания пледов. Покрывало можно связать. Большой плюс в том, что узор двухсторонний, вяжется прямыми обратными рядами также по кругу. А минус в том, что большой расход пряжи, так как здесь очень большое количество столбиков с одним накидом, без накида. И узор много съедает пряжи. Есть такое понятие у вязальщиц. Расход пряжи достаточно большой. Для вязания узора все-таки лучше подобрать пряжу, такую эконом пряжу, доступную по цене, и у вас не получится тоже очень красиво. Пряжа для вязания узора подойдет, мне кажется, и по составу, и по метражу абсолютно любая. Присмотритесь к этому узору, можете его себе взять в копилочку, сохранить в плейлисте. Я думаю, что он вам пригодится.